Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Елена Фарба, и я очень рада сегодня быть с вами на международной конференции, посвященной Wingwave коучингу. Я бы хотела поприветствовать всех наших коллег, сделаю я это на английском, потом снова вернусь к русскому языку. Hello, dear colleagues. I decided to start in English because this is the best way to say hello to everyone now. I'm very happy to be the part of our great international Wingwave coaching community. I appreciate this approach a lot. It's like a miracle from session to session when I observe the deepest changes and the quickest changes in our clients. Now I will speak Russian, but you will have the English subtitles in this video. Ну что, дорогие коллеги, я сказала о том, что я рада поприветствовать наших коллег и о том, что я счастлива быть частью этого большого международного сообщества Wingwave коучей, и что для меня это как чудо, потому что мы видим очень быстрые изменения, очень глубокие изменения в наших клиентах от сессии к сессии. И сейчас я хотела бы рассказать вам о коучинговом сопровождении в решении карьерных задач. И надо сказать, что эта тема очень широкая, поскольку специалист сталкивается с вызовами на самых разных этапах своего карьерного развития. И когда стоит на старте, например, будучи абитуриентом, вообще выбирая, куда идти учиться, когда он заканчивает вуз, да, и выбирает свое, пускай первое, но тем не менее важное место для приложения опыта, знаний, навыков, которые состоялись. И, наконец, на протяжении жизни, будучи уже опытным специалистом, человек также может, например, потерять мотивацию в связи с тем, что те задачи, которые решал до сих пор и нравились, может быть, уже настолько качественно научился решать, что хочется чего-то нового. Или вообще человек может осознать, что ему хотелось бы освоить еще какую-то профессиональную область. Во всех этих случаях, конечно же, коучинг помогает как нельзя лучше. Немного расскажу о себе. Меня зовут Елена Фарба, и я являюсь кандидатом психологических наук. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию по направлению социальная психология. После этого я, собственно говоря, развиваюсь в психологии, в тренерстве и в коучинге. И с 2009 года уже прошла первое профессиональное обучение коучингу, и с тех пор этих обучений накопилось множество. Что в итоге вылилось вместе с моим опытом, с моей практикой как коуча в профессиональную сертификацию в Международной федерации коучинга. Я являюсь PCC-ICF. Мое свежайшее обретение – это Wingwave коучинг. Wingwave коучинг, имажинативные расстановки. Я очень благодарна Светлане Бадаевой, которая стала моим проводником в мир Wingwave коучинга. И, конечно, хочу сказать слова благодарности создателям метода Кори Зигмунд и коллегам. Ну что ж, ну а теперь к теме. По данным исследования, которое было проведено по заказу ICF Global на 2019 год, в запросах на коучинг в России лидируют запросы расширения профессиональных карьерных возможностей и ускорения адаптации к новой профессиональной роли. И в данном случае вы понимаете, что люди с помощью коучинга действительно стремятся достигнуть высот в решении своих профессиональных задач. Вы знаете, это хорошая новость, потому что это означает, что люди понимают суть коучинга. Коучинг про цели, про достижение больших, масштабных, амбициозных, личностно значимых целей. И где, как ни на работе, можно реализовывать такие цели. Кроме практиков коучинга, не отстают и теоретики коучинга, и в частности в Московском институте психоанализа появилось такое направление практической психологии и коучинг, и я являюсь научным руководителем различных магистерских диссертаций, и вот одна из них посвящена смене профессиональной идентичности людей в среднем возрасте. Уже опубликована статья, работа готовится к защите, и вы знаете, удивительным образом от 70 до 100% по всем критериям, которые показывают успешность применения коучинговых технологий в поддержке специалистов, которые меняют свою профессиональную идентичность в среднем возрасте, уже доказано в этой работе. То есть мы понимаем, что коучинговые технологии работают и поддерживают специалистов для
так сказать, да, продвижения даже в каком-то новом направлении, даже когда человек уже, ну, в общем-то, знаете, не студенческого возраста, когда есть некоторые вызовы, связанные и с привычкой обучаться, находить на это время, потому что люди, да, обладают совершенно различными ролями в среднем возрасте, и при всем при этом коучинг их поддерживает и помогает. Ну, а теперь, собственно говоря, от коучинга как такового и от той глобальной миссии в поддержке карьерного профессионального развития специалистов я бы хотела перейти к Wingwave направлению. Да? То есть мы понимаем, что коучинг работает, у коучинга есть множество разных рукавов, специализаций, направлений. И сейчас я бы хотела поделиться своим опытом уже как Wingwave коуча, каким образом и в каких ситуациях он показывал результаты. Итак, первый кейс посвящен очень любопытному случаю. Клиентке 37 лет. Я буду прочитывать, да, для того, чтобы в субтитрах наши англоязычные коллеги тоже могли увидеть описание случая. Клиентка 37 лет, работает онлайн. Снижается мотивация работы, когда дается спектр задач на определенный срок, но в процессе выполнения заданий в оговоренные сроки, то есть она не затягивает выполнение, она выполняет задания в оговоренные сроки. Руководство выражает недовольство ожиданием выполнения и дает дополнительные задачи. И у клиентки есть демотивация, она чувствует себя скованно, чувствует, что ее желание встраиваться в предложенные условия снижается раз за разом. И, собственно говоря, как мы с ней работали? Мы пошли по большому серьезному протоколу. В Wingwave коучинге есть 12-фазовый процесс. Мы пошли с ней по этому протоколу. Что произошло буквально сразу после сессии? Ну, вот этот протокол позволяет идти глубоко, исследуя детские травмы, исследуя даже те случаи, чаще всего так и бывает, которые человек изначально вспомнить не может. То есть это то, что наша психика вытесняет для того, чтобы чувствовать себя сохранно и безопасно, благополучно. Но при этом, когда мы проходим по 12 фазам, мы помогаем клиенту вспомнить, осознать то травмирующее событие, которое стало запуском для дальнейших, знаете, как ствол у дерева, вот этих веточек, реакций, последствий. Как, например, очень острая эмоциональная реакция клиентки на скрытую агрессию, либо открытое недовольство руководства в случае, если она, ну, как будто бы что-то делала не в соответствии с их ожиданиями. Мы дошли до травмирующей ситуации, нашли ее с помощью миостатического теста и отработали вот эту травму отвержения, которую клиентка пережила в раннем детстве. И после этого, уже сразу после сессии, клиентка поделилась, что, прочитав очередное письмо от руководителя, у нее другая эмоциональная реакция, то есть у нее появилась эмоциональная устойчивость к критике начальства. Потом в дальнейшем, поскольку я стараюсь мониторить состояние клиентов. Часто мы продолжаем работу, уже, может быть, и Wingwave используя другие методы коучинга. Она поделилась, что ее общее эмоциональное состояние стало более устойчивым, и она смогла выйти на другой уровень диалога со своей руководительницей. Что касается отсроченного результата, спустя полгода, да, с тех пор уже прошло полгода, клиентка уволилась из этой организации. Оказалось, что для нее это был долгожданный шаг. Она решилась на это, и сейчас она проходит обучение по новому профессиональному направлению. То есть она до такой степени, если представить, да, что мы с ней работали с травмой отвержения, то есть она почувствовала внутри себя эту основу и смогла отделиться от той организации, которая давала ей где-то состояние эмоциональной безопасности и поддержки, но при этом не удовлетворяла условиям. То есть у нее внутри оказалось достаточно внутренней устойчивости, чтобы отделиться и идти уже своим путем. Кейс номер 2. Так, еще раз прочитаю, да, вы это видите на слайде, русскоговорящие коллеги, но я каждый раз буду это перечитывать. Итак, клиентка, 42 года. В работе необходимо быстро и много перемещаться по городу. Самый удобный способ – это такси. Такси или каршеринг. Но каршеринг в тот момент клиентка даже не рассматривала, потому что у нее время от времени, особенно в пробках, случались панические атаки.
Ход работы. Мы с ней также шли по 12-фазному протоколу. Это была уже не первая коучинговая сессия с ней, и примерно было понятно, что это глубинная работа, это глубинные программы, но кроме того, панические атаки сами по себе говорят о психотравме. Немедленный результат. Мы с ней дошли до, собственно, травмы, которую она пережила в детстве, связанной с физическим насилием. И после того, как мы проработали, клиентка отметила состояние большего спокойствия, уравновешенности. Я могла заметить как коуч, что ее состояние поменялось. То есть если до сессии она была, ну, скажем так, более подвижно, динамично, где-то, да, как если бы так проявлялась тревога, больше каких-то движений, не продиктованных необходимостью и моментом, то в конце сессии она как будто бы замедлилась, стала более спокойной. Что касается отсроченного результата, с тех пор прошло уже порядка 7-8 месяцев. Да, ну вот я написала полгода, сейчас вспоминаю, что кажется побольше даже, чем полгода. Клиентка свободно перемещается по городу как на такси, так и на каршеринге, то есть она, владея этой возможностью, стала наконец-то этим пользоваться, потому что у нее были права, да, была возможность брать машины в каршеринг, но ее не пускало эмоциональное состояние. И кроме этого, очень важный аспект, что спектр ее деятельности значительно расширился. Более того, она вышла на более высокий, более серьезный ценовой диапазон своих услуг. Кейс номер 3. Клиентка, 31 год. В связи с переездом оставила прежнюю работу, осознала себя на перепутье, не понимая, как двигаться дальше, несмотря на пройденное обучение в новом профессиональном поле. Основной запрос – определение нового вектора с учетом пройденного обучения. То есть у клиентки была работа, которую она морально, что называется, переросла когда-то в прошлом. Да? Потом они с мужем переехали. На новом месте она уже не рассматривала устройство на подобную работу, которую оставила на старом месте жительства. И она проходила обучение, еще работая на старой работе, и вот, собственно говоря, вот она его завершила, но когда они переехали, она как будто бы оказалась в состоянии потерянности, некоторого вакуума, с непониманием, как дальше развиваться. Надо сказать, что мы с ней работали онлайн, у нас был контракт на 5 сессий, то есть это был, так сказать, продленный коучинговый формат, и в Wingwave коучинг вкраплялся то в одну сессию, то в другую. Я использовала эриксонский коучинг, работу с ограничивающими убеждениями, метапрограммами. Мы, так сказать, прорабатывали это с помощью вот, различных техник вербального коучинга. И плюс, несмотря на онлайн-формат, очень хорошо легли инструменты Wingwave. Бабочка самокоучинга, техника волшебные слова и Wingwave музыка в качестве домашнего задания. Результат. Ну, надо сказать, что был результат от сессии к сессии, то есть динамика была заметна, и также тот результат, который сейчас, да, проживает клиентка. В процессе работы клиентка последовательно перешла от осознания своих паттернов и ограничивающих убеждений, то есть сначала она с ними познакомилась, к взращиванию внутри себя вот этой поддерживающей части, то, что называется заботливый родитель по транзактному анализу Эрика Берна. Мы помним с вами, что именно заботливый родитель внутри, да, так, импринтинг уже случается, когда человек сам себе становится заботливым родителем, он помогает распаковаться творческому, свободному ребенку, тому самому, который дает ответ на вопрос, а чего же я хочу? Да? То есть для того, чтобы эта транзакция состоялась, мы с клиенткой взращивали этого заботливого родителя, так сказать, шлифуя и осознавая те самые ресурсные убеждения, которые она взяла вместо ограничивающих. Она осознала новое желаемое направление своей профессиональной деятельности. Это происходило динамично, то есть такая очень динамичная, энергичная молодая клиентка. И она уже в процессе нашей работы прошла тендер. Это, собственно говоря, было такое испытание, когда ее отсматривали как специалиста в новой области, потому что так сложилось, что у нее оказались уже знания на этот счет, как раз пригодилось пройденное обучение, уже даже был опыт, которому она не придавала особенного значения, как это бывает, когда силен контролирующий родитель по Эрику Берну, да, и так далее. То есть она обладала всеми необходимыми компетенциями, чтобы
приступить к той деятельности, которую для себя открыла как желаемую. И, собственно говоря, она вошла в команду проекта по тому направлению, которое ее особенно вдохновляло. Кейс номер 4. Здесь вы видите много текста, потому что я решила остановиться на некоторых нюансах процесса, которые мне показались особенно удивительными. Не всякий раз так бывает. Клиентка очень опытный коучинговый клиент, а мы понимаем, что как коучинговые клиенты мы тоже развиваемся, и многие чудеса творятся благодаря прокачанности наших клиентов. Клиентка 51 год, эксперт с большим стажем работы, работает на себя как предприниматель, сама определяет ценовую политику, стоимость своих услуг, то есть она сама себе хозяйка. Она пришла с запросом на снятие блока по финансовой стратегии собственной, да, по взаимодействию с деньгами. Поскольку, несмотря на сложившийся авторитет, постоянную клиентуру, она назначает стоимость своих услуг ниже рынка, ниже рыночной стоимости. Как мы с ней работали? Мы взяли конкретно этот запрос, у нас было 2 сессии, посвященных именно этому запросу, мы шли через имажинативные расстановки, ну и добавляли эриксонский коучинг. С помощью процесса имажинативных расстановок произошла распаковка родовых программ по линии матери, по линии отца, и для клиентки стало осознанием, что она принимает родовые программы матери и сопротивляется, не принимает родовым программам, которые идут от отца, поскольку сложные отношения, да, между клиенткой и ее отцом. И при этом самое удивительное, что благополучная финансовая стратегия, как родовая программа, шла как раз по линии отца. А по линии матери, ну, в общем, люди были бедны, так сказать, да, от поколения к поколению. У них несколько другие ценности, по-другому вот эта система простраивалась. Клиентка последовательно осознала послание каждого рода, структуру сложившихся посланий, как это все между собой соединилось в ее мировосприятии. Я сказала, да, что изначально было отторжение рода отца, более благополучного в финансовом плане. С помощью эриксонского коучинга и, главное, имажинативных расстановок произошло совершенно уникальное глубокое погружение и контакт с предками по роду отца, осознание глубинной мудрости и принятие этих посланий. Что хочу особенно отметить, и вот в абзаце результат вы можете это увидеть. При контакте с древними предками, да, вы понимаете, что это такое метафорическое пространство, как присоединение к коллективному бессознательному, подтрансованный клиент. При контакте с древними предками клиентка начала употреблять слова, которые сейчас не употребляются. Причем в процессе она сама выражала удивление, откуда у нее берутся эти слова. Они звучали как-то, знаете, очень старорусский язык, забытые слова. Еще во внутреннем поиске, когда она нашла определенные образы, и там был такой, знаете, как образ человека, который благословляет, поддерживает, помогает, оказалось, после сессии, да, она стала искать, она стала в интернете искать, кто это. И она нашла, представьте себе, что она нашла святого, она просто-таки узнала этого святого, и оказалось, что этот святой жил где-то неподалеку от тех мест, где жили ее предки. Ну вот как раз того периода, куда она погрузилась в процессе сессии. И еще удивительным образом она стала называть населенные пункты. И опять-таки, когда я ее спросила уже помимо сессии, насколько она была в курсе, она сказала, ты знаешь, я как-то нет, вроде бы нет, я не знала этого. То есть в процессе сессии что-то такое удивительное произошло, что похоже действительно на чудо. В результате, по итогу нашей этой работы, клиентка повысила стоимость своих услуг, причем это произошло очень легко и естественно, потому что она просто привязала стоимость к часу, да, ко времени, и тем самым, да, но она повысила стоимость и привязала ко времени. И получилось, что те клиенты, которые привычным образом могли ее консультации получать несколько часов подряд, да, то есть они просто столкнулись с новым условием, но для нее это было спокойно, просто, эволюционно, без революции. И вот сейчас она уже находится на вот этом новом витке своего финансового осознания и благополучия. Кейс номер 5.
Клиентка 35 лет, успешный руководитель динамично развивающегося отдела крупной международной компании. То есть крупный руководитель, крупная компания. Благодаря ее решениям заместители, то есть у нее было там несколько заместителей, и они стали самостоятельными руководителями подразделений внутри этого большого отдела. При этом ее решение оказалось совершенно верным, потому что эффективность работы отдела значимо выросла. С первого месяца уже был отмечен значимый рост, порядка 30% эффективности. Запрос клиентки был связан со снижением мотивации. Представляете, как удивительно, да? То есть, казалось бы, это было такое верное решение мудрого руководителя своих заместителей вывести в самостоятельные единицы, которые сами управляют своими командами. Но при этом что произошло? Клиентка почувствовала снижение мотивации, поскольку деятельность полностью поменялась. Она занималась до этого оперативным руководством, а перешла фактически в стратегический менеджмент. Ну, то есть она уже не общалась, например, с клиентами, да, у нее не было возможности общаться с каждым менеджером, и, собственно, и смысла в этом тоже не было, у нее задачи стали совершенно другого масштаба и плана. Ход работы, как мы с ней работали. Да, это был онлайн-процесс, и Wingwave Coaching с помощью волшебных слов поддержал нашу работу. Причем, вы знаете, это как идешь от материала клиента, волшебные слова соединились с невербальным коучингом. Потому что когда она стала называть слова, да, которые вызывают у нее вот эти вот ограничивающие состояния, да, негативные состояния, она, рассказывая про телесные маркеры, показала форму печали, ну, как это принято, если вы знакомы с невербальным коучингом Стюарта Хеллера, да, вот эта форма печали, и вот она буквально в нее вошла. И в этот момент изнутри сессии родилось решение соединить два подхода, и она побыла в этой форме печали, она там подышала, она там попечалилась, ну и дальше мы двинулись в волшебные слова. И надо сказать, что именно эта работа на уровне тела очень сильно ее продвинула через тело, через зрительные образы, через что-то, что происходит помимо ума. Да? Потом мы подключили аналитические составляющие, но это уже получилось на фундаменте ее изменившегося состояния. У нее случился удивительный инсайт, но я не могу давать всех подробностей сессии, да, я могу только в целом вам презентовать кейсы, но вот как она осознала на новом витке, когда приняла, побыла в этой печали, осознала, что же там такое ценное для нее, и более того, в процессе аналитического рассуждения о том, как ей теперь действовать, как поддерживать свою мотивацию, как привносить то ценное, что было для нее в непосредственном общении с людьми, с клиентами, с менеджерами, как привносить в нынешнюю ее деятельность. И это все дало очень мощный результат, и она почувствовала себя вдохновленной, замотивированной и, собственно говоря, смогла придумать такие способы, как уже будучи в новой роли, в новой должности, создавать для себя вот этот же самый эмоциональный комфорт. Вот, ну и результат. Да, клиентка отметила воодушевление, радостное предвкушение, уверенность, желание реализовать намеченные в сессии планы. Состояние клиентки поменялось. И также, как я уже сказала, да, в отношении любимых, но уже не актуальных видов деятельности пришло осознание тех способов, как можно реализовать ту ценность, что стоит за этим в новом статусе. Кейс номер 6. Всего будет 7 кейсов. И здесь, знаете, как раз тот случай, когда человек только начинает делать свои первые шаги в карьере, в своем профессиональном развитии. Клиент 19 лет, он студент университета, и он пришел с запросом, представьте себе, с каким запросом приходят клиенты в 19 лет? Поиск смысла жизни. Потому что он чувствовал демотивацию, отсутствие ориентиров и вот буквально его словами состояние тумана, да, как будто бы затуманенность. Как мы с ним работали? Мы работали с помощью эриксоновского коучинга, инструментов НЛП и Wingwave инструменты как вспомогательные. То есть если, например, захватывали какие-то эмоционально острые состояния, то мы подключали Wingwave переработку. Результат. В результате сессии клиент создал для себя вдохновляющую картину аж на через 5 лет. Это
назвал маршрутной картой, да, на 5 лет вперед. Он осознал свои ориентиры, разработал план, и эта сессия была не так давно, поэтому я могу сказать лишь только, что вот в течение того месяца, что прошел после окончания сессии, клиент продолжает двигаться намеченным планом. Ну и, наконец, финальный 7-й кейс. Клиент 17 лет, учащийся выпускного 11 класса IT-школы. То есть мы понимаем, что в 11 классе очень большая нагрузка, и подготовка к выпускным экзаменам, и осознание ответственности перед шагом в неизвестное, да, в выбор института, куда пойдешь дальше и так далее, и так далее. У клиента запрос, чувство скованности в плечах, которое мешает обучению. И хочется разминать плечи. При этом надо сказать, что клиент занимается на регулярной основе в спортивном зале, в тренажерном зале, да, и это не помогает. Ну, то есть, когда он пытается каким-то образом именно плечевой пояс как-то распрямить, что-то поменять, не срабатывает. Плюс, когда, сидя за рабочим столом, тоже пытается сесть как-то более удобно, эргономично для тела, это тоже не срабатывает. И мы взяли это в проработку с помощью инструментов Wingwave. Знаете, в ходе работы тоже случилось так удивительно, что миостатический тест по какой-то причине, ну, может быть, потому что молодой сильный мужчина, для него вот эти пальцы как-то казались не очень убедительными. Ну и тогда я вспомнила, что у нас есть еще один отклик тела, это кинезиологический рычаг. Да? Конечно, это более сложный, трудоемкий процесс для клиента удерживать вот этот кинезиологический рычаг. Это не то, что держать миостатический тест такой элегантный. Но, тем не менее, вот нам пригодился именно кинезиологический рычаг. И тут клиент быстро все понял, все прочувствовал, да, когда стресс, когда не стресс, когда держит, когда не держит. И мы с ним проработали с помощью Wingwave вот этот телесный зажим, и в качестве результата клиент почувствовал с удивлением, надо сказать, что изначально присутствовал некий скепсис, да, при входе в сессию, почувствовал облегчение в плечах прямо во время сессии. И когда он вернулся к занятиям, то рассказал о том, что чувство тяжести, скованности в плечах ушло. Что касается отсроченного результата. Прошло примерно полгода, может быть, чуть больше, и благодаря усердным занятиям, возможности удобно сидеть, в том числе, конечно же, как один из факторов, данный клиент сдал экзамены, и я публикую эти данные с разрешения клиента, разумеется. Он сдал квалификационный экзамен, языковой экзамен, тест DAF и тест AS, которые являются вступительными экзаменами в немецкие университеты для иностранных студентов. Сдал практически на максимальные баллы. Как вы видите, если вы знаете, да, как устроены эти бланки, то вы видите это воочию. Откуда я это знаю? Потому что финальный клиент – это мой сын Ян, который в этом году поступает на IT-обучение. И мы, конечно, желаем ему успеха. И когда я как коуч могу поддерживать даже самых близких людей, потому что знаю, что эти инструменты работают безупречно и сильно, для меня это самая-самая большая радость. Ну что ж, дорогие мои коллеги, я на этом буду завершать. Я надеюсь, что достаточно вдохновила вас к тому, чтобы вы использовали инструменты Wingwave коучинга для поддержания любых карьерных трансформаций ваших клиентов, смело шли в исследования, поддерживали их и в сложные моменты, и в какие-то трансформационные моменты, помогали им найти наилучший способ, как справиться с той или иной организационной, профессиональной задачей. И буду рада общению, буду рада вашим вопросам. До встречи в социальных сетях.